Ольга сидела в рыбацком домике, завуалированном ароматами свежеприготовленного лосося и ветра с озера. Платье, которое она так тщательно подбирала, теперь было испорчено вишневым соком, вылитым ее дочерью Анной. Оказавшись в этом месте, полном недоумения, она вытирала слезы с лица, вспоминая, как ожидание момента, который должен был стать одним из самых радостных в ее жизни, обернулось полным разочарованием. Радость от свадьбы, о которой они мечтали в течение многих месяцев, была совершенно омрачена беспокойством, опустошенностью и страхом перед будущим. Каждое прочувствованное мгновение напоминало ей о нерешенных вопросах, и она ощущала, как все, к чему она стремилась, вновь уходит от нее, словно осыпающиеся песчинки. Сергей – ее жених, который, очевидно, был взволнован по поводу предстоящего праздника и обнаружил ее в этом скорбном состоянии, и тут же подошел к ней, стараясь поддержать и вселить надежду. Он сам чувствовал, как на его сердце легла тяжесть вины за развод, который случился между ним и матерью Анны. Чувство ответственности за предательство собственных обязательств родило в его душе непередаваемую пустоту. Именно он инициировал разрыв с Верой, и теперь его сторона терзала совесть, заставляя его разъедаться от внутреннего недовольства. Он смотрел на Ольгу, испытывая жалость к ней, и в то же время понимал, что ее страдания не были легкими. «Не переживай, свадьба все равно начинается», – произнес он, стараясь скрыть свою собственную неуверенность за голосом оптимизма. Сергей задумался о том, как справиться с горем и превратить это событие в радость, которую они все так сильно заслуживали. Он поцеловал ее в висок, искренне надеясь, что самый лучший момент этого дня еще впереди. Но Ольга лишь покачала головой, и ее мысли снова возвращались к тому, что и дочери, и Сергей могли оставить ее в этом мирском шторме, здесь, вдали от всех забот. Преодолев большинство своих плохих мыслей, Ольга решила не упускать возможности сделать шаг к двери. Она всерьез намеревалась выйти на улицу, чтобы поговорить с Анной, своей будущей падчерицей. Несмотря на все сложные чувства, рвущие ее внутри, она знала, что между ними встала стена недопонимания и предвзятости, но все же должна попытаться наладить контакт. Она чувствовала в себе силы, чтобы разорвать этот барьер, просветить их отношения и подарить понимание друг другу. Хотя она понимала, что девочка с трудом принимает новую семейную реальность, Ольга надеялась, что этот разговор станет началом чего-то нового, чего-то более светлого и гармоничного. Обнявшись с Сергеем, она уверенно направилась к местам празднования, полные надежд, которые, похоже, с каждым мгновением все сильнее угасали в ее душе, оставляя лишь тусклые отблески вероятного света. «Не забывай, что ты не должна быть ей заменой», – напомнил Сергей, ощущая ее растерянность и неуверенность. Она кивнула, его слова каким-то образом достигли ее сердца, но внутренняя борьба продолжала разгораться. Она понимала, что не отложит их встречи с Анной, и в ее голове метались мысли: «А что, если Анне это не понравится? И что, если это только меньшее из двух зол?» Ольга, собрав все свои переживания воедино, пересекла порог нового мира. Когда Анна в конечном итоге вышла им навстречу, ее неприветливое выражение и напряженная поза вызывали ощущение чисто оборонительной реакции. В круге неблагоприятных эмоций, застывших в воздухе, слова девочки, полные негодования и боли, вырвались наружу с шижу, обвинив Ольгу в том, что она пришла на все готовое и устроила пышную свадьбу вместо того, чтобы быть рядом с ее матерью, которая, как она думала, вот-вот уйдет из жизни. Каждое слово, произнесенное с такой ненавистью, как будто резало ее до самой сути. «Ты не понимаешь, что я не могу заменить твою маму?» – воскликнула Ольга, ощущая всю тяжесть ситуации, давящий на нее как груз, который
невозможно нести. В ее словах содержалась искренность, но молодое сердце Анны было глубоко оскорблено, и она не собиралась слышать или принимать это. Среди слов, произнесенных с большой арифметической точностью, на руках Анны оказалось самое настоящее письмо от ее матери, которое она не видела уже целый год. В тот момент в ее сердце появилось смешение чувств. Между страхом, надеждой, желанием и ненавистью к, по сути, одной и той же женщине. Девочка удерживала в своих руках лист ромашкового цвета, указательный палец самопроизвольно скользнул по синему блоку бумаги. Буквы, выведенные ею, словно напоминали старинные насмешки предвестия грусти, а послание содержало воспоминания, которые она, похоже, не могла оставить в покое. Она с трудом разрывалась между неприязнью к Ольге, злостью, которая коренилась в ее сердце, и сильным желанием выслушать свою маму. Живя в состоянии внутренней борьбы, Анна почувствовала, как образ открытого письма заслоняет собой все вокруг. Это было нежеланное напоминание о том, что ее жизнь больше не так проста и ясна, как она была прежде. В ней царила метафизическая путаница, и она знала, что это может повлечь за собой последствия, о которых никто не хотел думать. Если Ольга действительно могла быть той, кем она должна была быть, предполагавшее понимание, что будет дальше в ее жизни, становилось вопросом, к чему идти. Ольга, почувствовав, что вновь стала мишенью для ненависти, решила, что необходимо немедленно выяснить, почему Вера не приходила к дочери, а оставляла ее без внимания. Сергей, понимая все накопившееся напряжение, которое накапливалось в воздухе, не мог больше скрывать свою бурю чувств. Он не может позволить своей семье раскалываться из-за недопонимания. Он потянулся к Анне, поставив перед собой непростую задачу, чтобы попытаться объяснить, почему их отношения с Верой сложились так, как сложились. Сергей объяснил ей всю историю о том, как их жизни разорвались. Вера разорвала их семью не без причины. Ее запутанный, эгоистичный поступок ставил их всех под удар. Ложь о болезни лишь добавила жертвенности и нестабильности в сложившуюся ситуацию. Когда он попытался объяснить это Анне, страх и неуверенность отразились в ее глазах, вызывая у нее противоречивые чувства. Это было непростительно, и любое действие или слово казались ей мизерными по сравнению с ее внутренними переживаниями. Тем временем Анна все больше запутывалась в своих мыслях. Она понимала, что ее чувство неуверенности в отношениях с Ольгой лишь приумножилось в ее сознании и превращалось в мрачные демоны, заставляя ее думать о том, как ей лучше скрыть свои истинные чувства. Она чувствовала себя чужой, как будто все вокруг нее сдвинулось, и она так и остается в стороне, переживая. Чувство изоляции и брошенности становилось физически ощутимым. Каждое утро она просыпалась с мыслями о том, как бы избежать общения с Ольгой, и каждый раз уходила в свою комнату, избегая взглядов и слов, которые казались ей враждебными. Ольга пыталась ей помочь, искренне старалась установить с ней контакт. Однако с каждым шагом к сближению возникали все новые течения в их отношениях. Девочка, упрямая, как осел, все равно недоверчиво относилась к ее доброте. Она не желала старой жизни и резала себя своими же решениями, даже тогда, когда у нее оставались моменты спокойствия. Однако однажды, когда отец уехал в командировку, Анна решила, что ей нужно самой направиться в больницу и разузнать всю правду о том, что происходит с ее матерью. Она настоятельно желала увидеть свою маму и прояснить все, что только возможно, завершив внутреннюю борьбу, которая истощала ее. Ее храбрость подогревала огонь желания, и она чувствовала, что это единственный способ вернуть себе утраченную семью. Она со всех ног собрала все свои эмоции в единую точку, вызвав такси, которое согласилось отвезти ее бесплатно, когда узнала о тяжелой болезни ее матери.
Именно это стало для Анны знаком, что судьба, возможно, сама ведет ее к истине. Также, помимо обычной больничной суеты, Анна сумела пробраться в палату к маме и внезапно увидела, как ее мама весело смеется с новым мужчиной. В тот момент весь ее внутренний мир рухнул, и осознание того, что на протяжении всего этого времени она была в неведении об истинной жизни своей матери, наполнило ее ужасом. На волне шока она почувствовала растерянность, которая мгновенно окутала ее, когда она увидела, как мама смеется, игнорируя ее присутствие, как будто и не было тех лет ожидания и надежд. «Мам, что происходит?» – воскликнула она с надеждой и одновременно с горечью в голосе. Слова были полны недоумения и зверского гнева. Вера, пытаясь объясниться, сказала, что она не делилась правдой, поскольку никогда не болела, а лишь искала способ остаться в жизни отца. Эта манипуляция не имела никаких границ морали. Она пыталась воспользоваться этой лжи, чтобы удержать семью вместе, но только создавала пропасти и недопонимания. «Ты не понимаешь, я не виновата. Я просто жила», – произнесла Вера, и ее оправдание звучало для Анны как предательство, мука, которая отняла у нее веру в собственную мать. Гнев переполнял ее, поскольку она осознавала, что все это время ее жизнь была заполнена иллюзией, и мечты, которые сама же Вера разбила, теперь стали для нее темным пятном, как рана на сердце. Девочка, испытывая ярость и обиду, покинула палату, но не могла забыть этих слов, которые резали ее до глубины души. Вернувшись домой, Анна понимала, что Ольга лишь пыталась защитить ее, не позволяя увидеть правду, которая могла крушить ее сердце. Она решила, что не станет никому рассказывать о том, что узнала. Возможно, это исчезновение рано или поздно разрушит ее, но на данный момент она хотела сохранить все, что осталось от ее разбитого детства. Каждый трек и каждое движение создавали у нее ощущение преследования, как будто она вновь возвращалась к страшным воспоминаниям, и каждый мир оказался страшнее предыдущего. В глубине своей души она понимала, что таким образом сможет уберечь отца от боли, которая уже коснулась ее самой. Когда она встретилась с Ольгой, облаченной в свадебное платье, в глазах которой читалась тревога, они оба держали в себе тайны, и это предавалось в воздухе как призрак. Ольга лишь с беспокойством смотрела на нее, пока Анна пыталась обдумать свои чувства. Девочка все же была глубоко ранена, и простая усталость от лжи и обмана заполнила ее внутренности страхом. Эта основа создавала постоянную стену недоверия между ними, и это недоверие лишь укрепляло их разобщенность. С течением времени Анна порвала письмо от матери, испытывая ненависть и гнев, который накрывал ее как волна. Вера написала, что любила ее, но это было пустым словом, не имеющим никакой правды за собой. Мимо нее пролетело как миг. Каждый новый день осуждал ее все больше и больше. Она чувствовала, что с каждым новым листом, заканчивающим ее безумные ожидания, все больше оказываются под угрозой все те части ее детства, которые она когда-то ждала. Вместо того, чтобы чувствовать себя любимой, она продолжала угасать, оставаясь в докучливом перерыве от своих воспоминаний. Тем не менее, даже с каждым новым разочарованием отношения между Анной и Ольгой постепенно укреплялись. Они начали проводить больше времени вместе, говорили о простых вещах, обсуждали разные планы и мечты о будущем. Сергей, возвращаясь из командировки, чувствовал, как времени все меньше и меньше остается для них. Осознавал, насколько важно наладить гармонию между всеми членами семьи. Эти моменты вновь стали для них основой их нового пути, и каждый вечер, проведенный вместе, наполнял их лицами Однако судьба разложила все карты по своим полкам, когда Вера решила обратиться к своему бывшему мужу с неожиданным требованием – попросить о повышении выплат от Сергея, утверждая, что ей якобы нужны медикаменты для лечения.
Темные тучи разочарования и напряжения нависли над Анной, и она почувствовала, как все ее страхи и предчувствия начинают сбываться. Когда Анна начала осознавать глубину ситуации и несправедливость запроса своей матери, она невозможным образом углубилась в мысли о том, как же ее мать смогла так низко упасть. Зная, что правосудие требует честности и справедливости, она не могла вынести нагрузки лжи, завуалированной в виде милосердия. Обычно мягкая и менее требовательная Анна, которая не желала спорить с матерью, на этот раз созрела в своих чувствах, и пришло решение. Для нее это был вопрос морали и этики. И она знала, что должно быть справедливое разрешение, оставаясь верной своим собственным внутренним стандартам. Анна не смирилась с этой ситуацией и, созревая в своих чувствах, решила, что в этом суде, где будет разбираться вопрос о будущих выплатах, она не может оставаться безучастной. Когда она высказала все свои чувства в зале суда, ее голос резонировал с правдой, и острая энергия ее слов заставила присутствующих притихнуть. В тот день, когда Вера пришла к ним в гости, обвиняя Анну в подложной лжи, сама Вера оказалась сильно связанной с картиной своей же лжи. Доказательства постепенно стали складываться в общую картину. Сергею и Ольге удалось защищать свою семью, и к этому времени стало очевидным, что такие сказки о гневе и злых словах не имеют никакого значения, если не подтверждаются реальными чувствами и действиями, мало-помалу раскрывшими истинное лицо Веры. Когда она покинула их дом, все стало на свои места. Анна больше не должна была выбирать между ними. Именно так они начали открывать двери к новым возможностям и верхам. Ольга родила ребенка, и они, наконец, стали одной полноценной семьей, выбрав совместный путь к светлому будущему. Справедливость, наконец, была восстановлена. Не так важно было, что их жизнь и обстановка были первоначально полными венцов и недовольств, ведь сейчас они научились прощению и извлечению уроков из ошибок. Анна, наконец, осознала, что и с Ольгой, и с Сергеем она может быть счастлива, и это чувство наполняло ее истинным смыслом. В следующие дни их радость только укрепилась, когда они вместе отмечали пройденные испытания и смотрели в счастливое заветное будущее. В каждом мгновении, полном любви и понимания, они все вместе были готовы дать себе и друг другу шанс на настоящую светлую жизнь.